Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я покажу не просто список полезных приправ, а точную схему, как их нужно использовать, чтобы организм начал восстанавливаться сам. Это документальное наблюдение, где каждая специя — инструмент, а не добавка. И главное, в конце вас ждет приправа, которую почти все используют неправильно. Я много лет изучала, почему у одних людей еда становится лекарством, а у других — медленным разрушением. Ответ оказался не в продуктах, а в приправах. Их используют хаотично, а нужно осознанно. Сегодня я покажу, как правильно вводить специи в рацион, чтобы они работали мягко, глубоко и безопасно, без фанатизма и вреда. Первая приправа — куркума. Но не та, что просто сыпят для цвета. Я рассказываю, как нужно делать правильно. Куркума активируется только в связке с жиром и щепоткой черного перца. Народный рецепт простой. Теплая вода, ложка меда, щепоть куркумы и масло. Этот напиток запускает противовоспалительные процессы. Важно понимать, куркума — не быстрый эффект. Это накопительное действие. Я всегда подчеркиваю, использовать ее нужно курсами по 14 дней, затем перерыв. Именно так она поддерживает суставы, печень и сосуды. В документальных наблюдениях именно такой режим давал стабильные результаты, а не разовые чудеса. Вторая приправа – имбирь, но не в виде сладких напитков. Правильный способ – тонкие ломтики свежего корня, залитые горячей, но не кипящей водой. Этот настой пьют медленно. Он разогревает кровь, улучшает пищеварение и снижает тягу к перееданию. Именно так имбирь используют в народной практике. И я всегда говорю, имбирь — это дисциплина. Его нельзя пить на голодный желудок и поздно вечером. Лучшее время — утро или первая половина дня. В этом и кроется ошибка большинства. Когда использовать правильно, он дает энергию без скачков давления и без нагрузки на сердце. Третья приправа — чеснок. Но не сырой и не на ночь, как принято считать. Народный метод — настой на теплой воде с добавлением лимонного сока. Я рассказываю, как именно такой формат снижает нагрузку на желудок и при этом помогает сосудам очищаться постепенно, без резких реакций организма. Чеснок — это не средство от всего. Его задача — поддержка иммунитета и микрофлоры. Я всегда подчеркиваю, использовать его нужно не чаще 3 раз в неделю. Именно эта мера делает чеснок союзником, а не агрессором для организма. Документальные наблюдения это подтверждают снова и снова. Четвертая приправа – корица, но не в выпечке. Настоящая сила корицы раскрывается в теплом настое с яблоком или грушей. Такой напиток стабилизирует уровень сахара и снижает резкие приступы голода. В народной практике корицу называют приправой спокойствия. Я обращаю внимание, корицу нельзя кипятить. Высокая температура разрушает ее полезные соединения. Именно поэтому я показываю, как правильно настаивать ее под крышкой. Этот простой момент решает все. И дальше я перейду к приправе, которая влияет не на тело, а на нервную систему. Пятая приправа – черный перец. Его боятся зря. Я показываю, как нужно делать правильно. Не сыпать, а добавлять в конце приготовления и сочетать с теплой пищей. В народных практиках перец – ключ, который открывает усвоение других специй. Без него многие рецепты просто не работают. Важно соблюдать дозировку, не более щепоти на прием пищи. Именно так черный перец мягко улучшает кровообращение и пищеварение, не раздражая слизистую. Я подчеркиваю это потому, что чаще всего вред возникает не от приправы, а от неправильного применения. Шестая приправа – зира или кумин. О ней почти не говорят, но в народной системе питания она считается специей тихой поддержки. Я рассказываю, как ее нужно слегка прогреть на сухой сковороде и добавлять в овощные блюда. Так она снижает вздутие и тяжесть. Зиру нельзя смешивать со сладким. Это принцип. Ее задача – помогать усвоению сложной пищи и поддерживать работу кишечника.
Я всегда советую использовать ее вечером, когда обменные процессы замедляются. Именно в это время суток она работает наиболее эффективно. 7-я приправа — гвоздика. И вот здесь большинство зрителей удивляются. Я показываю, как правильно делать настой. 1 гвоздика на стакан теплой воды, не кипяток. Этот рецепт используют для поддержки нервной системы и мягкого антисептического эффекта. Гвоздику нельзя пить курсами без перерывов. Я подчеркиваю это отдельно. Использовать ее нужно точечно, в периоды усталости, стресса, снижения концентрации. В документальных наблюдениях именно такой подход давал ощущение ясности, а не перевозбуждения. Теперь важный момент. Приправы не работают поодиночке. Я показываю систему. 2-3 специи в день, не больше. Организму нужен ритм. Когда специи становятся частью структуры питания, а не хаотичным добавлением, запускаются глубинные восстановительные процессы. Я всегда говорю, если вы чувствуете эффект сразу, вы переборщили. Настоящая польза специй в мягком, почти незаметном действии. Именно так работают народные средства, проверенные временем, а не громкими обещаниями быстрого результата. И вот интрига, ради которой стоило досмотреть до конца. Самая полезная приправа та, которую вы используете реже всего, но правильно. Неважно, какая именно, важно как, когда и зачем. В этом и есть секрет долгосрочного здоровья. Благодарю вас за внимательный просмотр и за время, которое вы уделяете своему здоровью вместе с нами. Если это видео было полезным, поддержите канал «Правильное питание» лайком, напишите в комментариях, какую приправу используете вы, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие полезные видео.